Iya. Oh, Просто открой третий, четвертый аукс на третьем листе в Behringer. Вот этот. Потом да. oh. Что, какие места зеленые были? Флаги сняли? Флаги сняли. Желтые еще есть. Поэтому поехали. Эй. Все супер. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Добрый вечер, уважаемые участники слета, участники закрытия. Проводим небольшой прогон. Челябинск. Здесь? Челябинск. Нет. Алтайское региональное отделение. Молодцы. Вы выходите вторые. Второй номер. Да. Александр Гришаев. Здесь. Третий номер. Приморье. Вы выходите четвертые. Забайкальский край. Вы выходите пятые. Завершаете. Ренат, вы готовы? Зайди, пожалуйста, в штаб и попроси создать комиссию, чтобы найти все. Да. Где мой заседатель? Да. Следующий. Чем я хуже? Color code. Ой, красный. А если говорю, голубой или красный? А, желтый, оранжевый. Лучше, чем синий. Раз. Ренат, Приморье. Попробуем. Вы готовы? При- Забайкалье, простите, да. Забайкальский край.
Раз, раз. 1-2, раз. Нет, сейчас Приморье. Выстроим их, потом спокойно с вами. Челябинск. Подошли, Челябинск. Вы первые. Вы первые выступаете. Забайкальский край. Да, 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 да. Мы готовы. Забайкальский готов. Ребята, дайте, пожалуйста, выход. Проход освободите. Ребята, разойдитесь, мы сейчас выходить будем. Вы тоже. Можно музыку. Поезд Артек-Чита прибывает на первый путь. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Словим мы 100 тысяч я, большеглазых, озорных, черных, рыжих и льевных, грустных и веселых, города и села. Над тобою солнце светит, Родина моя. Ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю, страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Поезд Адлер-Чита прибывает на третий путь. Стояли с бойцом, как всегда было этого мало. Как всегда позвала Целина за собой. Я метнулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грусти мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Ну что, теперь на всерос?
Поезд Чита-Якутск отправляется с 4-го пути. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Fire!
Михаил Николаевич. Михаил Николаевич. Михаил Николаевич. Here we go again. Yeah, it goes. Михаил Николаевич Степанов. Вожатые в лагере, взрослые дети, и у них есть призвание дарить любовь всем на свете, чтоб было всем радостно, не грустно, не жалостно, чтоб видеть улыбки и исправить ошибки. Постой на сцене и узнаешь, что никогда не променяешь эти восторженные глаза, что смотрят на тебя. Ты в них увидишь все, что захочешь, и в час ночи от скрипа ты вскочишь, и не постигнет тебя сомнения, ведь ты часть единения. Открытое сердце, открытые души способны обнять или молча послушать, способны любить, способны простить все обиды и горечи, непременно забыть. Постой на сцене и узнаешь, что никогда не променяешь эти восторженные глаза, что смотрят на тебя. Ты в них увидишь все, что захочешь, и в час ночи от скрипа ты вскочишь, и не постигнет тебя сомнения, ведь ты часть единения. Постой на сцене и узнаешь, что никогда не променяешь эти восторженные глаза, что смотрят на тебя. Ты в них увидишь все, что захочешь, и в час ночи от скрипа ты вскочишь, и не постигнет тебя сомнения, ведь ты часть единения.
Раз. Еще раз напоминаю распорядок выступлений. Первое — челябинские. Вторые — алтайские. Александр Гришаев, Мордовия. Потом Приморский край. Да. Затем пятый — Забайкальский край. Поближе стань, да, чтоб слышать. Да. Первый челябинский, второй алтайский. Третий Гришаев, старый. Потом Приморский край. Потом Забайкальский край. Пять. Можно, пожалуйста, Забайкальский Степа, край? Степа, Кель. Поезд Артек-Чита прибывает на первый путь. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове мы 100 тысяч я, большеглазых, озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых, города и села. Над тобою солнце светит, Родина моя. Ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Ребята, давайте сразу уберем Ефрем, Айтал. Ефрем, Айтал. Бу улахан тухпарди, ковер, хами улахан кыты турар, хами кыты анара тютюгар. Анара тютюгар хами кыты ковер барди. Этини антах иджен кебихе ханада. Вообще туда. Да. Нет, вообще скрутить и туда отнести, вообще, чтобы его не было. Раз. И раз. И раз. Оу.
Сергей Арсеньевич, Сергей Арсеньевич, будьте добры, я не знаю, пока нет. Будьте добры, пожалуйста, покажите видео «День ударного труда». Что? А его надо, вот как мы первый раз ковер расстилали на официальную часть, Михаил Николаевич. Да, языком. И надо, Андрей, он от Эркиметей, Андрей, Лебедев Андрей. От Эркими? А? Көрбеппін ол. Тоқта білен, видео кәтті қайығым, әдеғым. Отцентруйте его. Центр найдите. Центр. Вот они пришли, но они только возьмут, само разваливается все. Во, что мы сами делали, вот это разваливается. Первый раз ремонт делает не я сам. И ребята со стройотряда помогают мне делать Сергей ремонт. Арсеньевич, Побелили потолки, спасибо. поклеили обои. Сергей Арсеньевич, спасибо. Челябинск. Готовы, да? Со стройотряда помогают мне делать ремонт. Побелили потолки, поклеили обои. Благодаря ребятам. 2 года появился пантус. И теперь мы можем с папой спокойно выезжать из квартиры. Настолько девочки аккуратные к нам пришли. Вот за этим экраном.
элементарного труда, который вы сделали все вместе. Раз. Внимание, участники не концерт, гости с номерами. Если вам надо показать какое-то видео во время номера, у вас есть возможность сейчас передать это. У нас видеорежиссер находится за левым экраном. За левым экраном. Чем шире, тем лучше. Сергей, у меня рация села. Я тебя слышу. Все, я тебя не слышу. Челябинск, да, Челябинск. А не Челябинск, почему? Алтай. Нет, Алтайский край, извини.
Ребята, Алтайский край. Чуть-чуть назад отойдите, ближе к... Да. Отходите. Еще. А то вас не видно. Алтайский край, все? Ага, хорошо. Мы уберем его. Челябинск. Никола. Пока туку ковер улан кебихин кара. Ковер улан кебихин пока.
Пожалуйста. Михаил Николаевич, Миша. Полина Ильинична. Полина Ильинична. Барабанщицы СВФУ, мажоретки. Полина Ильинична. Йо.
Каждый всероссийский слет завершает еще одна традиция. Для передачи знамени всероссийского слета приглашаются председатель правления Якутского регионального отделения Гавриил Иннокентьевич Семенов, командир регионального штаба Якутского регионального отделения Тарасов Николай Николаевич, председатель правления Ростовского регионального отделения Кротов Дмитрий Валерьевич и командир регионального отделения Ростовского регионального отделения Уколов Роман Александрович. Больше нет. Мониторы работают, да? Все, давайте. Так, еще раз давайте повтор. Степе надо сказать. Верни давай. Верни давай. Уже все, отдай. Степа готов, да? Давайте еще раз повторим. Они будут тут еще слово говорить. Давай. Давай начнем. Каждый всероссийский слет завершает еще одна традиция. Для передачи знамени всероссийского слета приглашаются председатель правления Якутского регионального отделения Гавриил Иннокентьевич Семенов, командир регионального штаба Якутского регионального отделения Николай Николаевич Тарасов, председатель правления Ростовского регионального отделения Дмитрий Валерьевич Кротов и командир регионального штаба Ростовского регионального отделения Роман Александрович Уколов. Добрый день, дорогие друзья! Готовы к открытию? Закрыть его! Извините. Да, подготовимся. Спасибо. Потом. Привет, бойцы! Готовы к Ростову-на-Дону? Нет?
Пришло время огласить результаты конкурса на лучшее региональное отделение российских студенческих отрядов. Знамя лучшего регионального отделения вносят представители региональных отделений, ставших лучшими по итогам 2016 года. Назаров Владимир Вячеславович, командир регионального штаба Красноярского регионального отделения, и Степанов Иван Дмитриевич, командир СПО «Сова», лучший командир линейного студенческого отряда Омской области 2017. Третье место по итогам конкурса региональных отделений. Второе место по итогам конкурса региональных отделений занимает лучшим региональным отделением российских студенческих отрядов становится исполинских Лена-матушка раздвигает берега.
Раз-два, раз-два. Ну что? Давайте подготовимся. Скоро мы начинаем. В первой половине вечера все будет происходить именно вот здесь. Давайте сделаем это одновременно. Самый сочный. Что еще хотите сказать? Здесь еще собирается. Давайте подождем, друзья. Самый реальный. Вдохновляет нас Северный Кавказ. Вот здесь кричали вчера. Самый интеллектуальный. Хорошо. Ребят, подсказывайте мне, чтобы я это говорил тоже. Не забывайте сегодня говорить «Привет, РСО». Как мы вчера учили. Привет, РСО! Отлично. Сегодня у одного человека тоже день рождения. У человека из Алтайского регионального отделения. Где у меня Алтай? Вот здесь, да? Дмитрий. Он сейчас здесь? Дмитрий, пожалуйста, встань. Где? Вот я... Вот он, да, Дмитрий. В самом начале мы тебя поздравляем. Сколько лет? 26. Неважно, ты всегда молод, потому что труд крут, и тебя поздравляют все бойцы, которые здесь присутствуют. С днем рождения! Тортик будет позже. Друзья, помните, вчера в конце мы танцевали все вместе танец под якутяночку. Сегодня, во время концерта, я предлагаю, чтобы мы все вместе тоже станцевали. Очень простые движения, очень простые движения. Кто помнит, на счет 3. Раз, два, три. Отлично, я вижу, что здесь танцуют. Хорошо, иду в ту сторону. Как мы танцуем под якутяночку, покажите мне. Раз, два, три. Дальше. Хорошо, я вижу, отлично. Ливан будет супер доволен, когда увидит, как все танцуют, как все это делают. Друзья, я еще вспомнил, да. Приволжский федеральный. Молодцы, я вижу, какие вы стройные. Кого еще я должен назвать, ребята? 58 лет на благо страны. Бам! Отлично.
Внимание! Начинаем торжественное закрытие Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященное окончанию 58-го трудового семестра. В этом году на Всероссийском слете студенческих отрядов, посвященном окончанию 58-го трудового семестра, приняло участие более 1500 студентов из 70 субъектов Российской Федерации. Всероссийский слет – это главное итоговое событие года российских студенческих отрядов. Мы рады чествовать лучших представителей движения, кто смог отличиться своими трудовыми, спортивными и творческими достижениями. За 3 дня проведены более 20 различных мероприятий и площадок, образовательные площадки, интеллектуальная игра, творческий фестиваль, фестиваль молодежи «Зима-город», конкурсы профессионального мастерства студенческих отрядов, мастер-классы, пленарные заседания. Впервые на слете проходит всероссийский конкурс красоты и талантов «Мисс Российские студенческие отряды», в котором принимают участие 9 представительниц студенческих отрядов из 7 федеральных округов. И мы приглашаем всех вас на финал этого яркого конкурса, который начнется сегодня в 21:30 в культурно-досуговом центре «Европа». В рамках проведения Всероссийского слета состоялась 4-я Всероссийская спартакиада студенческих отрядов Российской Федерации. В этом году спортивные соревнования прошли на базе спортивных комплексов «Дохсун», «Триумф» и Дворца спорта города Якутска. Участники спартакиады состязались в следующих видах спорта: армрестлинг, баскетбол 3×3, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, а также сданы нормативы ФСК ГТО. Впервые в программе спартакиады состоялся масс-рестлинг, национальный якутский вид спорта.
Властная сила рвется вперед и кипит, так безмятежно, красиво, счастье и радость дарит. Сердце влюбляется, верит, блещет сияние глаз. Кто ваши страсти измерит? Много же силушки в вас. Пусть будет сердце горячим, ум будет мудрым всегда, чтобы решались задачи, стлались к ногам города. Слово предоставляется Евгению Алексеевичу Чекину, председателю правительства Республики Саха-Якутия, председателю Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 58-го трудового семестра. Дорогие друзья, бойцы, комиссары, командиры, ветераны студенческих отрядов, поздравляю вас с успешным проведением Всероссийского слета студенческих отрядов. У российских студенческих отрядов богатейшая история. С вами строилась страна, с вами строился БАМ, покорялась Целина. В современной истории с вами строились сочинские олимпийские объекты, строится космодром Восточный, осваиваются недра севера Чингинского нефтегазового месторождения. Вас сегодня уже 250 тысяч, и число сторонников постоянно растет. Даже у нас за последний год число сторонников, число членов студенческих отрядов выросло вдвое, с 4 почти до 8 тысяч. Мы очень рады приветствовать вас на нашей славной якутской земле, и для этого есть 3 причины. Первое, конечно, сегодняшнее мероприятие – это ключевое мероприятие Года молодежи, который был объявлен главой Республики Саха-Якутия Егором Афанасьевичем Борисовым 2017 год. Это и чествование наших ветеранов, посвященных 50-летию студенческого движения, студенческих строительных отрядов в Якутии. И, конечно же, третья, достаточно простая и искренняя причина заключается в том, что душой мы всегда с вами. Поздравляю каждого из вас, потому что ваш труд – это общий вклад в наше дело становления и развития нашей великой Родины. Желаю вам успехов, желаю творческих побед, желаю уверенности в себе, всегда вперед и только вперед, к новым победам, к новым вершинам. Желаю новых друзей и новых впечатлений. Под полярной звездой над вечной мерзлотой. Поздравляю! Слово предоставляется Надежде Александровне Шаховской, командиру Белорусского республиканского штаба студенческих отрядов. Добрый вечер, бойцы, командиры, комиссары, ветераны студенческих отрядов. Поздравляю вас с окончанием 58-го трудового семестра. Хочу поблагодарить организаторов конкурса за то, что организаторов слета за то, что пригласили нас сюда, к вам на слет. И все наши ожидания оправдались. Якутия встретила нас не такими сильными морозами. Вы, ребята, встретили нас настоящим студотрядовским братством. Мы испытали это все на себе. И самое главное, очень тепло встречали нас здесь все. Под полярной звездой, над вечной мерзлотой,
такие теплые души. От имени Республиканского штаба студенческих отрядов хочу поздравить с 50-летием студотрядовского движения Республики Саха-Якутия и подарить наш хрустальный мастерок на память от белорусских студенческих отрядов. Слово предоставляется Балысову Тахтару Коммунаровичу, руководителю Республиканского штаба молодежных трудовых отрядов Жасыл-Эл, Республика Казахстан. Спасибо большое, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые бойцы. На самом деле для меня большая честь находиться здесь сегодня с вами, в столь прекрасном месте, в прекрасной Якутии. Хотелось бы в первую очередь поздравить вас с успешным завершением 58-го трудового сезона, трудового семестра, а также поздравить Якутию с 50-летием трудовых отрядов Якутии. Хотелось бы сказать о том, что сегодня исторический день для наших организаций. Почему? Потому что сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между студенческими отрядами Российской Федерации и Казахстана, а также соглашение о сотрудничестве между студенческими отрядами Беларуси и молодежными трудовыми отрядами Казахстана. Это означает то, что со следующего семестра, со следующего сезона наши бойцы наших организаций смогут работать не только у себя в стране, но и в соседних странах, таких как Беларусь и Россия. А также буквально сегодня, когда я выложил пост в социальной сети о том, что мы заключили соглашение, наши бойцы начали писать мне, звонить. На самом деле наши бойцы были очень рады тому, что мы сможем сотрудничать между нашими странами, и просили передать, что с большим удовольствием примут вас у нас в Казахстане. От своего имени хочу добавить, что мы постараемся показать все наше гостеприимство, наше казахское гостеприимство, и приглашаем вас к нам в Казахстан. Кроме этого, хотел бы отметить то, что я остался под огромным впечатлением от этих дней здесь, в Якутии, от вас, от бойцов, от командиров, от комиссаров, потому что то, с какой любовью вы говорите, что вы бойцы РСО, то, с каким братством вы двигаетесь, то, как вы друг друга поддерживаете и любите по-настоящему, оставило вот внутри меня огромное чувство. И я постараюсь передать это чувство нашим бойцам в Казахстан. И в завершение своих слов я бы хотел сказать, что в эти дни я действительно понял, что вы действительно лучшее движение в стране. Спасибо. Одна из ценностей российских студенческих отрядов – профессионализм. И уже традиционными становятся конкурсы профессионального мастерства по различным направлениям деятельности, где ребята соревнуются не только в творчестве и спорте, но и в труде. Для награждения победителей на сцену приглашаются руководитель направления студенческих медицинских отрядов Центрального штаба Сидорова Кристина Анатольевна и начальник управления по развитию отраслевого строительного комплекса частного учреждения государственной корпорации «Росатом» ОЦКС Андрей Юрьевич Голованов. Дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас на всероссийском слете в городе Якутск. Хочу сказать, что этот слет для студенческих медицинских отрядов стал действительно особенный. А особенным потому, что впервые в рамках слета прошел первый конкурс профессионального мастерства для медицинских отрядов. И огромное... Да, можно поаплодировать. И, конечно, по традиции мне хочется выразить огромную благодарность городу Якутск за то, что он осмелился
взять на себя такую огромную ответственность и провел это очень здорово. И директору института, в котором все проходило, и девочкам Велене и Ирине, которые помогали это все организовывать. Ну а сейчас мы готовы объявить результаты этого конкурса. Победителями Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший боец студенческого медицинского отряда» стали Волкова Кристина и Ахметвалиева Зарина, СМО «Храброе сердце», Татарстанское региональное отделение. Слово предоставляется начальнику управления по развитию отраслевого строительного комплекса частного учреждения государственной корпорации «Росатом» ОЦКС Андрею Юрьевичу Голованову. Добрый вечер, уважаемые участники Всероссийского слета. Большое спасибо еще раз организаторам, руководству региона Республики Якутия, а также руководству российских студенческих отрядов. Эти 2 дня, я думаю, выдались очень успешными. Вы заряжаете свои эмоции, своей энергией по-настоящему. Я уверен, что от вас зависит будущее страны, и это будущее страны будет лучшим. Спасибо, с праздником вас! Победители в номинации «Охрана труда». Команда Центрального федерального округа. Победители в компетенции «Сухое строительство». Команда Уральского федерального округа. Победителем конкурса профессионального мастерства среди студенческих строительных отрядов «Труд-Крут» в общекомандном зачете стала команда Центрального федерального округа. Нагрудным знаком госкорпорации «Росатом» за вклад в развитие студенческих отрядов атомной отрасли награждаются Уколов Роман Александрович, руководитель Ростовского регионального отделения российских студенческих отрядов. Зубащенко Ярослав Викторович, руководитель Воронежского регионального отделения российских студенческих отрядов. Болдырев Юрий Евгеньевич, руководитель Челябинского регионального отделения российских студенческих отрядов.
В этом году студенческие строительные отряды впервые принимали участие в конкурсе «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли». Ребята показали достойный результат, зарекомендовали себя как хорошие специалисты перед кадровыми сотрудниками Росатома. В Нижнем Новгороде на праздновании Дня строителя ССО презентовали гимн строительного комплекса атомной отрасли. Теперь и у нас есть возможность его услышать в исполнении бойцов студенческих отрядов Якутского регионального отделения ССО «Хранители» имени Тыгына Дархана, для которых участие во всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» в этом году тоже стало дебютом. Для вручения Кубка победителя 4-й Всероссийской спартакиады студенческих отрядов Российской Федерации на сцену приглашается заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Гуляев.
Победителем 4-й Всероссийской спартакиады студенческих отрядов Российской Федерации становится команда Приволжского федерального округа. Дорогие друзья, встречайте нашего ведущего Эдуарда Егорова. Ну что, давайте сделаем это еще раз. Привет, РСО! Отлично. Еще раз добрый вечер. Как вы все знаете, у нас проходил творческий фестиваль всероссийского слета студенческих отрядов. Было очень много заявок. Ребята все очень талантливые. Давайте подарим им аплодисменты, пожалуйста. И сейчас мы начинаем некоторые из этих номеров вам дарить. Встречайте, бойцы из Челябинского регионального отделения.
Встречаем бурными аплодисментами Алтайское региональное отделение с танцевальной композицией «Один день». Для вас выступает боец студенческого педагогического отряда «Единение» Александр Гришаев, Республика Мордовия. Добрый вечер, Якутск! Как настроение? Не слышу, как настроение? Отлично. Я думаю, многие из вас, сидящих в этом огромном, замечательном зале, тем или иным образом связаны с профессией, замечательной профессией, которая называется вожатый. Так ведь? И я предлагаю вам сейчас полностью погрузиться в атмосферу вожатства и любви детей. Но вам нужно мне помочь. У вас у всех есть мобильные телефоны. Зажгите, пожалуйста, на них фонарик и поднимите высоко-высоко. И моя песня поможет вам в этом. Волшебно. Вожатые в лагере, взрослые дети, и у них есть призвание дарить
любовь всем на свете, что было всем радостно, не грустно, не жалостно, что видеть улыбки и исправить ошибки. Постой на сцене и узнаешь, что никогда не променяешь эти восторженные глаза, что смотрят на тебя. Ты в них увидишь все, что захочешь, и в час ночи от скрипа ты вскочишь, и не постигнет тебя сомнения, ведь ты часть единения. Открытое сердце, открытые души, способны обнять или молча подслушать, способны любить, способны простить, все обиды и горечи непременно забыть. Постой на сцене и узнаешь, что никогда не променяешь эти восторженные глаза, что смотрят на тебя. Ты в них увидишь все, что захочешь, и в час и ночи от скрипа ты вскочишь, и не постигнет тебя сомнения, ведь ты часть единения. Постой на сцене и узнаешь, что никогда не променяешь эти восторженные глаза, что смотрят на тебя. Ты в них увидишь все, что захочешь, в час и ночи от скрипа ты вскочишь, и не постигнет тебя сомнения, ведь ты часть единения, ведь ты часть единения, ведь ты часть единения. Спасибо, вы лучшие! Встречаем гостей из Приморья, бойцы Приморского регионального отделения.
следующем номере, дорогие друзья, вы найдете частичку себя. Приглашаем бойцов из Забайкальского края. Поезд Артек-Чита прибывает на первый путь. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы 100 тысяч я. В больших классах озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых, городах и селах. Над тобою солнце светит, Родина моя. Ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Поезд Адлер-Чита прибывает на третий путь. Как всегда мы до ночи стояли с бойцом, как всегда было этого мало, как всегда позвала Целина за собой. Я метнулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду в депо по привычке. Поезд «Космодром Восточный Чита» прибывает на второй путь. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и зимы, видим сны. И не снится нам мирок от космодрома. Не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Ну что, теперь на Сирос? Поезд Чита-Якутск отправляется с 4-го пути. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Никогда. Ну
что, друзья, мы так готовились и вчера так громко кричали, что сегодня я немножко подвел вас со своим голосом. И хочу сказать, что Якутск постарался и выложился. И чтобы сделать небольшой презент, чтобы это обязательно было с вами, мы подготовили розыгрыш якутского бриллианта. Среди всех, кто сейчас здесь присутствует. Кто хочет бриллиант, пожалуйста, похлопайте и покричите. Отлично. Розыгрыш очень простой. Каждый участник есть в огромном списке, в одном файле. Мы знаем о том, что каждый из вас по определенному списку идет. У вас есть там номер случайный, я не знаю, какой у вас, и я не знаю, какой у тебя, но все есть в этом списке. Примерно 1500 человек, да? 1453. Сейчас мы с помощью сайта random.org абсолютно случайным образом выберем человека, который получит этот бриллиант. Розыгрыш будет происходить на экране, пожалуйста. Вот список, да. Сергей, покажи, пожалуйста, до конца. Да. От 1 до 1453. Ну что? Какой номер? 75. 75, да. Давайте узнаем, кто это. Номер 75. Алина Олеговна Антонова. Алина Олеговна Антонова. Вот спускается уже, спускается сюда. Я вижу, что она какая ты бойкая. Иди сюда. Выходи на сцену, выходи на середину. Ну что, настало время, когда ты будешь говорить привет всем. Говори привет! Привет всем! Мы обязательно вручаем тебе цветы как победителю. Да, пожалуйста. Да, спасибо. И настало время для твоего бриллианта. Дорогая, мы познакомились с тобой в октябре 2014 года благодаря студенческим отрядам. И сегодня в Якутске за 8500 километров от дома я хочу исполнить свою мечту, которая появилась 26 ноября в Кремлевском дворце на закрытии. Мечта, которая, надеюсь, изменит нашу с тобой жизнь навсегда. Я хочу задать тебе вопрос. Алина, ты выйдешь за меня? Итак, и что же она ответит? Да. Она сказала «да». В 2014 году во время Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного 55-летию движения, в Государственном Кремлевском дворце Алина Антонова поймала букет невесты. Мы желаем счастья молодым! Подводя итоги уходящего года, хочется поблагодарить каждого за вклад в наше общее дело, за ваш труд, позитивный настрой и надежное плечо рядом. Для вручения наград на сцену приглашаются председатель правления российских студенческих отрядов Алексей Владимирович Рябцевич, командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Михаил Сергеевич Киселев и комиссар Центрального штаба российских студенческих отрядов Екатерина Сергеевна
Ну вы дайте им-то микрофон, пожалуйста. Они-то тоже пускай говорят. Ну а я пока с вами поздороваюсь. Утюг и хэ, лучшие люди страны! А теперь молчу. Председатель правления говорит. Да, спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю всех нас с завершением 58-го трудового семестра. И хочу сказать огромные слова благодарности всем тем, кто нас поддерживает и помогал проводить и организовывать этот слет. Это, конечно же, администрация президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Росмолодежь, Министерство спорта Российской Федерации, которое поддерживает и помогает нам проводить спартакиаду. Это Северо-Восточный федеральный университет, в стенах которого прошли огромное количество мероприятий, площадок и совещаний. И отдельные большие, наверное, самые слова благодарности мне хотелось бы сказать правительству, руководству Республики Саха-Якутия. И я думаю, что мы аплодисментами поблагодарим руководителя, главу республики Егора Афанасьевича Борисова, потому что благодаря именно его решению мы с вами смогли оказаться в Якутии, увидеть эту жемчужину нашей страны и здесь отмечать завершение нашего трудового сезона. Поздравляю! Ирина Сергеевна, вам слово. Привет, РСО! Я хочу сказать огромное спасибо каждому бойцу студенческих отрядов, который это лето выбрал в качестве трудового семестра. Хочу сказать огромное спасибо всем региональным штабам студенческих отрядов за вашу работу круглогодичную, благодаря которой мы можем собраться в зале и почувствовать наше единство. Я думаю, вчера на открытии все ощутили те эмоции, когда мы с вами поем те песни, которые каждый знает наизусть, и прям мурашки по коже. Ну и, конечно же, для каждого наградой является поездка на всероссийский слет, который в этом году нам подготовила Республика Саха-Якутия. И от себя лично я хочу поблагодарить отдельно молодежную дирекцию, которая ночами напролет собиралась и готовила этот всероссийский слет. Спасибо, ребята! Каждый из вас обязательно станет ветераном студенческих отрядов или уже им является. А вот у нас в РСО, я думаю, каждый знает, что бывших бойцов не бывает. И поэтому вы навсегда останетесь частью российских студенческих отрядов. И когда бы у вас не спросили, где РСО, вы можете ответить «тут». Все? А я тоже должен что-то сказать? Я, знаете, я вот творчество выступал, и я, как обычно, все знают мой рэп, многие же знают уже, да? Он всегда его можно переделать, под слет в Якутске сейчас сделал. Ну, дайте легкие хлопки, пошли, бит. Не, помедленнее чуть. Мы стройотряды из страны наши дети, и нет никого нас счастливее на свете. Чтобы сегодня быть с вами опять, мы на слет пришли поздравлять. Цветы, улыбки, поздравления, идти по сердцу доброту. От нас ловите настроение в один из лучших дней в году. Ты и я, и все мы вместе, ты и я, здесь и сейчас. Чувствую сердцем ритм этой песни, песни от нас, только для вас. Мы сейчас хотим сказать свое слово, чтобы нам всем здесь было клево. Надо забить на все дела, тогда этот слет пройдет на ура. Экзамены достала, все достала, ну все в этой жизни уже заколебало. Охота погулять, с друзьями пообщаться, ну чтобы жизнь начала развиваться. Ну все, друзья, давайте веселиться. Наша тусовка хочет с вашей слиться. Нам не нужна такая бодяга. Якутск 2017 – это жизнь без напряга. Благодарственными письмами председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по социальной политике Валерия Владимировича Рязанского за личный вклад в развитие студенческих отрядов России
воспитание подрастающего поколения на принципах гражданственности и патриотизма награждаются Дрожжина Юлия Николаевна, командир регионального штаба Московского регионального отделения российских студенческих отрядов. Колобов Артем Анатольевич, командир регионального штаба Пензенского регионального отделения российских студенческих отрядов. Разживин Игорь Андреевич, командир регионального штаба Томского регионального отделения российских студенческих отрядов. Семенов Гаврил Иннокентьевич, председатель правления Якутского регионального отделения российских студенческих отрядов. Почетными грамотами председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Владимировича Дегтярева за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и вклад в развитие трудового и патриотического воспитания молодежи награждаются Блюмин Алексей Александрович, командир Пермского регионального отделения российских студенческих отрядов. Гнатюк Максим Александрович, председатель правления Самарского регионального отделения российских студенческих отрядов. Ильин Виталий Андреевич, председатель правления Кемеровского регионального отделения российских студенческих отрядов. Сушко Валентин Валентинович, командир регионального отделения Оренбургского регионального отделения российских студенческих отрядов. Благодарственными письмами министра спорта и жилищно-коммунального Благодарственными письмами министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за добросовестный труд на благо строительного комплекса, формирование кадрового потенциала отрасли и развитие студенческих строительных отрядов награждаются Ватулин Андрей Евгеньевич, командир регионального штаба Белгородского регионального отделения российских студенческих отрядов. Кириенко Леонид Борисович, исполняющий обязанности командира регионального штаба Новосибирского регионального отделения российских студенческих отрядов. Уважаемые друзья, можно я немножко деструктива, как обычно, внесу? А есть у кого-то телефончик? Кать, выйди, пожалуйста, пресс-службы. У нас должна быть еще одна грамота, но, к сожалению, этот человек сегодня вечером споткнулся и сломал себе ногу. Давайте, он сейчас смотрит это в прямом эфире. Это Андрей Живой, Ростовское региональное отделение. Давайте всем залом, Катюш, сними, давайте просто ему скажем: Андрей, здоровья тебе! Давайте. 3, 4. За достижение наивысших результатов в производственной, культурной и социально значимой работе, за вклад в трудовое и патриотическое воспитание молодежи, поддержку и развитие традиций студенческих отрядов, почетным знаком за активную работу в студенческих отрядах награждается Федулова Инесса Владиславовна, куратор направления студенческих отрядов со стороны ректората Казанского государственного медицинского университета. Селезнева Светлана Игоревна, председатель правления Иркутского регионального отделения российских студенческих отрядов. Белькова Вера Алексеевна, командир регионального штаба Карельского регионального отделения российских студенческих отрядов.
Гречман Инесса Андреевна, руководитель Центра поддержки студенческих объединений Северо-Кавказского федерального университета. Ядрышников Антон Александрович, ветеран студенческих отрядов Тюменского регионального отделения, командир межрегиональной студенческой стройки «Дружба-2016». Чувашов Михаил Валентинович, командир штаба студенческих отрядов Тихоокеанского государственного университета. Горшков Олег Витальевич, заместитель руководителя регионального штаба Белгородского регионального отделения. Подгайный Вячеслав Игоревич, командир регионального штаба Краснодарского регионального отделения российских студенческих отрядов. Воронков Иван Евгеньевич, руководитель строительного направления Московского регионального отделения российских студенческих отрядов. Корсиков Николай Алексеевич, командир штаба трудовых дел Алтайского государственного медицинского университета, командир штаба Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2017». В 2012 году российские студенческие отряды возродили славную традицию студотрядов советского периода – День ударного труда. Всероссийская патриотическая акция, когда участники студенческих отрядов в один из дней трудового семестра или целины показывают высокие трудовые достижения, а заработную плату за эту смену переводят в фонд РСО на различные социальные нужды. Внимание на экран. Когда вот они пришли, они только возьмут, само разваливается все. Во, что мы сами делали, вот это разваливается. Первый раз ремонт делает не я сам. И ребята со стройотряда помогают мне делать ремонт. Побелили потолки, поклеили обои. Благодаря ребятам из стройотряда у нас спустя 2 года появился пандус. И теперь мы можем с папой спокойно выезжать из квартиры. Настолько девочки
аккуратные к нам пришли, настолько они доброжелательные. А можно мы еще вот здесь сделаем? А можно мы вот тут еще почистим? Они какие такие жизнерадостные. Ну вот просто сердце радуется от того, что вот оказывается такая помощь. Российских студенческих отрядов я говорю огромное слова благодарности за тот день ударного труда, который вы сделали все вместе. В 2017 году средства будут направлены на реализацию проектов бойцов российских студенческих отрядов в разных регионах. По итогам работы экспертной комиссии определены проекты-победители. Для получения сертификатов победителей конкурса грантов Всероссийской патриотической акции «День ударного труда» на сцену приглашается Амурское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Амурский десант». Архангельское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Наследие движения студенческих отрядов Архангельской области». Белгородское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Телевидение БелСеО». Севастопольское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Школа фотографов и операторов Севастопольского РО». Калининградское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Дети одной планеты». Липецкое региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Снежный десант в Липецкой области». Нижегородское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «На связи НРО». Омское региональное отделение российских студенческих отрядов, проекты «Ознакомительный курс видеоуроков «Проводник пассажирского вагона», «Школа подготовки сервисных отрядов Омской области», «Квест. Один день в ОСД. 17-й рассвет». Оренбургское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Марафон добрых дел молодежи Оренбуржья». Пермское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Всероссийский конкурс командиров и комиссаров студенческих отрядов». Приморское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Бал для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мелодия души». Мордовское региональное отделение российских студенческих отрядов, проекты «Досуговый центр творчества без границ. Я могу». Тюменское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Комсомольцам, молодым покорителям земли Тюменской». Удмуртское региональное отделение российских студенческих отрядов, проект «Отрядный рейс». Челябинское региональное отделение российских студенческих отрядов, проекты «Российское движение школьников. Будущее РСО», «Экология. Мы знаем, мы придем на защиту». Уважаемые друзья, все подробности, что это за конкурсы, какие суммы, как они поддержали, все обязательно можете через несколько дней увидеть на сайте fond.rso.rf. Но все-таки я еще раз скажу тот лозунг, но со своими словами, который был в финале этого ролика.
труд во благо жизни. Еще раз спасибо всем вам за мою жизнь. Надеюсь, и в следующем году и вот эти ребята, которые получили сертификаты, сделают еще много-много добрых дел, и все вместе, объединившись вместе с вами, мы сможем сделать и привнести чуточку тепла и добра в нашу порой непростую жизнь. Но именно благодаря вам, добрым сердцам молодежи, людям, которые умеют не только, как я говорю, зарабатывать, но и отдавать, именно благодаря таким людям, как вы, мир станет лучше, и в нам будет жизнь гораздо прекраснее. Спасибо вам еще раз за это. С 2013 года в российских студенческих отрядах определяются лучшие региональные отделения страны. Давайте вспомним, кто становился лучшими. Внимание на экран. Алтайский край, 2013 год. Республика Удмуртия, 2014 год. 2015 год, Челябинская область. 2016 год, Красноярский край и Омская область. Пришло время огласить результаты конкурса на лучшее региональное отделение российских студенческих отрядов. Знамя лучшего регионального отделения вносят представители региональных отделений, ставших лучшими по итогам 2016 года. Назаров Владимир Вячеславович, командир регионального штаба Красноярского регионального отделения, и Степанов Иван Дмитриевич, командир СПО «Сова», лучший командир линейного студенческого отряда Омской области 2017. У нас, как обычно, была очень напряженная борьба, была очень такая яркая, горячая дискуссия на заседании правления вчера вечером, когда мы подводили итоги, результаты. В общем-то, по мнению всех членов правления, это было справедливое распределение мест. И я сейчас оглашу первые 3 места. Третье место в этом рейтинге занял штаб Приволжского федерального округа. Это Пермский край. Они бегут. Второе место в нашем рейтинге занял штаб Сибирского федерального округа Омская область. По положению о конкурсе и рейтинге вручать знамя должен председатель правления, поэтому я хотел бы, чтобы объявил победителя всеми нами любимый и уважаемый командир Центрального штаба Михаил Киселев. Миша, пожалуйста. Как это? Борьба была напряженной. И в 2017 году лучшим региональным штабом студенческих отрядов России становится
представители Сибирского федерального округа, люди, подарившие нам не одну песню и прекрасную акцию «Снежный десант», Алтайский край. Алтайское региональное отделение российских студенческих отрядов. Алтайский край забирает знамя лучшего регионального штаба. Ну, как говорится, пора парням на пенсию. Александр Ильич, ну скажите слово. Российские студенческие отряды — это лучшие люди страны. Вы это доказали, доказывайте своей работой, своим трудом и еще докажете. Вы лучшие, так держать. Можно я опять инструктив внесу? Друзья, можно я опять деструктив внесу? Людям, которые, благодаря которым я вам выжил, могу вносить деструктив периодически. Но он такой позитивный. Ну, во-первых, я сегодня поздравляю всех, кто имеет отношение к комсомолу. Сегодня 99 лет этой прекрасной организации. И все ветераны практически вышли, многие люди, благодаря комсомолу. Но сегодня же день рождения очень маленькой организации. Им исполняется всего лишь 2 года. Но прародителем которой стали и российские студенческие отряды. Где опять телефон? Где Покровский? Есть Покровский? Снимает Покровский? Молодец. Сегодня день рождения 2 года российскому движению школьников. И это будет самое яркое поздравление от нас, от вожатых, от тех, кто любит, от тех, кто воспитывает детей, тех, кто их лечит, тех, кто их воспитывает, кто это делает, собирает для них фрукты и икру красную. Вот, друзья, давайте все вместе дружно от нашего огромного отрядовского братства поздравим российское движение школьников с 2-летием. Давайте 3-4. Поздравляем! И знаете, и надо закончить с пожеланием. Давайте вот так пожелаем. Детишечки, мы ждем вас в движении российские студенческие отряды. Или нет, надо сказать коротко, давайте. Приходи к нам и проведи свое лучшее лето. Давайте. 3-4. Все. Деструктив внес. Я вас люблю. 58 лет на благо страны. Лучшее движение. Каждый всероссийский слет завершает еще одна традиция. Для передачи знамени всероссийского слета приглашаются председатель правления Якутского регионального отделения Гавриил Иннокентьевич Семенов, командир регионального штаба Якутского регионального отделения Николай Николаевич Тарасов, председатель правления Ростовского регионального отделения
Дмитрий Валерьевич Кротов и командир регионального штаба Ростовского регионального отделения Роман Александрович Уколов. Добрый вечер, лучшие люди страны! Как настроение? От имени организаторов, от имени нашего штаба выражаю большую благодарность всем вам, что вы к нам приехали в гости. Выражаю благодарность всем волонтерам, которые нам помогали в проведении этого мероприятия. Вам понравилось, ребята? Точно? Отрадно, что наш юбилейный слет проходит в этот день. Ровно 41 лет назад впервые в Якутию прибыла железная дорога. Началось строительство Амуро-Якутской железной дороги. Мы, молодое поколение, должны помнить наших старших товарищей. Поздравляю старших товарищей с Днем Комсомола! Мы уверены, что совместными силами мы будем строить лучшее движение нашей страны. Дорогие друзья, я хочу от имени нашего правления выразить слова благодарности еще одному человеку. Это нашему мужскому другу из Беларуси, который вчера по-настоящему поступил по-геройски. Это Виталий Держановский, командир Всебелорусского стройки, который вчера первым потушил огонь. Он, как настоящий мужчина, поступил, и мы от нашего отделения дарим ему на якутский настоящий нож. И по традиции российским студенческим отрядом «Уруй! Уруй! Уруй!» Встретимся в Ростове-на-Дону! Привет, лучшие люди страны! Как вам в Якутске? Что-то как-то с вами. Как вам в Якутске? В Ростов хотите? Тогда всем желаю на следующий год хорошо потрудиться, хорошо закончить 59-й трудовой семестр, и мы вас с теплом ждем нас в Ростове. Мы не обещаем, что слет будет самый лучший, но он будет гораздо теплее для вас, и мы постараемся, чтобы он был лучший из лучших. Поэтому ждем вас у нас. До встречи в Ростове! Уважаемые бойцы, через несколько минут начнется концерт L1 специально для вас. Просим вас, приглашаем вас организованно, без суеты, спуститься на площадку. Молодцы.
is how we feel.